Лизе было 40 лет, но она выглядела на все 50. Ее внешность так испортилась из-за алкоголя, сигарет и образа жизни, который она вела. Она жила в бараке, где были почти все такие же, как она. Иногда Елизавета вспоминала прошлое. Хотелось плакать навзрыд, но она не могла этого сделать, слез просто не было. Лиза родилась в хорошей семье. Они жили в просторной двухкомнатной квартире. У девочки было все, что она только хотела. Пока она была маленькой, то ей нравилось гулять с мамой и папой в парке, качаться на качелях. А вот когда немного подросла, и у нее началась своя жизнь, отношения стали немного другими. «Мама, я гулять», — говорила она и выходила из квартиры, не дожидаясь ответа. Опять ушла просто так. Смотрела Елена на мужа. И ладно, дело молодое. Махал тот рукой. Вадим и Елена познакомились уже в зрелом возрасте. Они оба были в браке, потом развелись. Когда встретили друг друга, не могли поверить, что бывает такая любовь, да еще в их годы. Лене было 35, а Вадиму 38. Они ни о чем не мечтали, просто наслаждались обществом друг друга. Однажды Лене стало очень плохо, у нее поднялось давление, женщина не знала, что делать. Она целый день пролежала в кровати. «Может, ты к гинекологу сходишь?» «Ты с ума сошел?» Покрутила у виска Лена. «Чем черт не шутит?» Пожал плечами мужчина. Ни у него, ни у Лены не было детей. Женщина уже и не думала об этом. Через несколько недель она сходила к врачу, и он подтвердил ее беременность. «Вадя, ты скоро станешь папой», — улыбалась Лена. «Я не верю. Он просто запрыгал на месте, значит, не зря в аптеку зашел». У Лены сразу же прошли все болезни. Она легла на кровать. С одной стороны было радостно, а с другой она понимала, что находится уже не в том возрасте, чтобы рожать первого ребенка. Женщина размышляла, она подстраивала разные ситуации, но в любой выходило, что когда ее ребенок будет заканчивать школу, матери уже исполнится больше 50 лет. От этого становилось грустно. «Ленчик, о чем думаешь?» – спросил муж. «Ни о чем». Отмахнулась она от него. Не хотелось ни о чем думать. Лена решила, что завтра пойдет в больницу и сделает аборт. Утром женщина вышла из подъезда, дул сильный ветер, но ей ничего не могло помешать. В первую очередь она думала о ребенке, что ему придется пережить с престарелыми родителями. Лена видела, что больница находится в нескольких метрах от нее. Вдруг порыв ветра усилился, Лене в лицо прилетела какая-то бумажка. Девушка взяла ее в руки, там было написано «Не делай этого». Что это? Лена оглянулась по сторонам, но рядом никого не было. Она пошла дальше. Девушка всегда доделывала до конца все, что задумала. Дорога была прямой, но в каком-то месте Лена подвернула ногу и упала. «Ай!» — схватилась она за больное место. «Вам помочь?» Подбежал к ней парень. «Нет, не нужно». Но она подала ему руку, и он помог встать. «Вам надо домой», — сказал прохожий. «А почему не в больницу?» Кивнула Лена вперед головой. «Точно», — глядел недоуменно парень. Девушка понимала, что сейчас думает о глупостях, но, может быть, это какие-то знаки? Она развернулась и пошла по направлению к дому. «Леночка, ты где была? Я волновался», — сказал ей Вадим. «На аборт ходила». Она опустила глаза. «Что? Что ты сделала? Куда ходила?» — взбеленился мужчина. Только ничего из этого не вышло. Она заплакала. «Ты что творишь? Это твой и мой первый ребенок. Может быть,
Бог больше не даст такого шанса. Он подбежал к ней. «Мы ведь уже старые», — заплакала Лена. «Да что ты такое говоришь? Наверное, у тебя гормоны сейчас сыграют». Он еще крепче прижал к себе любимую. «Вадим, ты уверен?» Она посмотрела на него заплаканными глазами. «Абсолютно». Он поцеловал ее в нос. Лена послушала мужа. На самом деле женщина очень ждала появления малыша. От этого в животе и груди начинала возникать такая нежность, что Лена не могла себя сдерживать в эти моменты. Она сначала плакала, потом смеялась, а потом слезы снова подкатывали к горлу. Воды отошли ночью, когда Лена и Вадим спали. Начались такие боли, что девушку скрючило очень сильно. В это время Вадим вызвал скорую, те приехали очень быстро. Лена оказалась в больнице, но не успела она опомниться, как уже лежала в предродовой палате. В руке стояла капельница, а на животе лежал прибор. «Скоро все начнется», — проговорила ей медсестра, хотя Лена и сама это чувствовала. Она делала все, что говорили ей врачи. Когда нужно, дышала, потом тужилась. Роды прошли очень хорошо. «У вас девочка», — положил врач на грудь Лены синенький маленький комочек. Тот только кряхтел да почмокивал. «Какая она красавица!» — посмотрела на дочку Лена. «Как назовете?» — спросила акушерка. «Елизаветой», — спокойно ответила Лена. «Какое красивое и хорошее имя!» — умилилась детский врач. «Да, мы с мужем выбирали долго», — кивнула Лена. Она очень стеснялась. Вместе с ней в палате лежали молодые девчонки, и только она была такого возраста. Иногда Лена шутила со своими подругами по палате, что она могла бы быть матерью одной из них. Пришел день выписки. Вадим с цветами ждал на улице. Он уже сходил в ЗАГС, зарегистрировал девчонку. «Привет, любимая, спасибо за дочь». Подошел и поцеловал ее муж. Она передала ему конверт и начала садиться в машину. Вадим подождал, пока его любимая усядется поудобнее, а потом подал ей дочку. Дома семья не могла налюбоваться друг другом. Было все так ванильно. «Я тебя люблю», звучало из-за дверей. «А я тебя», слышался ответ. «Я думаю, что если бы Лиза умела говорить, то сказала бы, что она любит нас». Лена умилительно улыбнулась. «Она еще обязательно это скажет», обнял Вадим жену. Дочка росла не по дням, а по часам. Казалось, что все хорошо. Но такого просто не может в жизни быть. В какой-то день Лена сильно заболела. Сначала женщина пыталась лечиться дома, но потом поняла, что нужно ехать в больницу. «Нужно пройти флюорографию, чтобы вас приняли в отделение», — сказал ей доктор. «Хорошо», — взяла она направление. Лена пошла в крыло, где делают снимок легких. Отсидела небольшую очередь, вошла в кабинет. Врачом был мужчина. Раздеваться было немного стыдно, но сделать это было нужно. «Вы не беременны?» — улыбался доктор. «С чего это?» Лена посмотрела на свой живот. Она посчитала это за оскорбление. Как может мужчина такое говорить женщине? «Все готово, можете одеваться», — проговорил мужчина в белом халате. Лена вышла из кабинета, пошла по коридору. Завтра можно забрать анализы и ложиться в отделение. Вадим с утра куда-то собирался. «Ты не пойдешь мимо поликлиники?» — спросила его жена. «Пойду», — кивнул муж. «Тогда зайди, попроси мои результаты флюорографии», — попросила она. «Хорошо», — весело ответил муж. Он зашел в поликлинику, назвал фамилию. На него как-то не так посмотрели, но дали бумажку, а вместе с этим и карточку.
«Передайте, что ей нужно на рентген», — сказала медсестра. «Хорошо». Вадим даже ни о чем не спросил, пошел оттуда. Он сделал все свои дела и вернулся обратно домой. Лена лежала на диване, глаза ее были прикрыты. Рядом ползала Лиза, мама наблюдала за ней. «Лена, здесь тебе передали не только результаты, но и карточку», – озабоченно проговорил муж. «Зачем?» – не поняла девушка. Она взяла в руки все документы, повертела в руках направление на рентген. «Ты посидишь с ребенком?» – спросила Лена у Вадима. «Конечно». Он подошел и поцеловал жену. Женщина собралась и отправилась в приемный покой, где находился кабинет рентгена. «Здравствуйте, я с направлением». Она подала врачу небольшую бумажку. «Проходите». Медик посмотрел в карточку, потом на Лену. «Что-то не так?» – спросила она. «У вас обнаружено затемнение в левом легком», – сказал доктор и посмотрел на женщину снова. Она стояла, и когда услышала эти слова, начала тихо оседать. В голове Елены пронеслась 1000 мыслей. Коллега по работе рассказывал, как он лежал в больнице с туберкулезом. Ему делали операцию. Был удален зараженный сегмент легкого. Лена помнила, как однажды пила чай с ним из одной кружки. Перед глазами пронеслась картина, как она кормит свою малышку, а значит, дышит на нее. Все это было в голове у женщины, пока она теряла сознание. «Женщина, очнитесь!» Хлопал ее по щекам доктор. Она открыла глаза, сразу потекли слезы. «Что мне сейчас делать?» – всхлипнула она. «У меня маленький ребенок». «Сейчас сделаем снимок, и все сразу станет понятно», – успокаивающе говорил молодой человек. Он подвел ее к аппарату, сказал, как встать и что сделать. «Дышать можно?» – посмотрела Лена на него. «Пока да», – улыбнулся он. «И уберите свою косу наверх». Специалист отошел за перегородку, а Лена стояла подбоченившись. Она подняла голову вверх, как и сказал медик. Коса снова упала на спину и больно стукнула резинкой. Женщина подняла ее обратно. Когда снимок был сделан, Лена села на кушетку и стала ждать. Вдруг в голову пришла шальная мысль. Она села прямо, поставила руки на талию, выпрямила спину, завела руку за спину и потрогала, на каком уровне находится заколка. А ведь на флюорографии ей никто не говорил поднять косу наверх. «Скажите, а может быть, чтобы заколку не просветило?» — крикнула она. «Что вы сказали?» Вышел рентгенолог из своего уголка. Он держал в руках снимок и хмурился. «Смотрите, у меня тут заколка для волос. В первый раз меня просвечивали вместе с ней». «Давайте проверим». Врач подошел, снял украшение, положил на стол и посмотрел через аппарат. «Что там?» — не могла дождаться Лена. Действительно, он показал на снимке простое черное пятно. И девушка не могла больше ждать и быть в неведении. «И все, ваши легкие чистые, там ничего нет». Он передал ей снимок. Лена с ним отправилась к врачу. Он выписал направление в отделение. Женщину положили в больницу. Вадим разрывался между ребенком и больной женой. Но все оказалось не так страшно, как предполагалось изначально. «Я дома!» — крикнула женщина, когда вошла в квартиру. Она взяла на руки дочку и обняла мужа. «Я так рад, что все закончилось, и ты в порядке!» Поцеловал он жену. Жизнь потекла дальше. Лиза пошла сначала в садик, потом в школу. Лена почему-то очень стеснялась вести девочку на 1 сентября. «Ты чего?» – подошел к ней муж. «Там все мамы такие молодые и красивые, а я...» «А ты тоже молодая и красивая». Он поставил ее перед собой, убрал за ухо выпавшую прядь.
Лена была смышленным ребенком. Она могла не сделать домашнее задание, но там посмотреть, тут списать, и все. Ее ответ уже готов. Когда девочка училась в среднем звене, Лена начала замечать, что из дома начали пропадать деньги. «Лиза, здесь лежала крупная сумма денег. Сейчас там не хватает части», — строго говорила мама вечером. «И что, ты думаешь, это я их взяла?» — хмыкала девчонка. В этот момент ей было 14 лет. Глаза густо накрашены черным, губы и ногти тем же цветом. Мать понимала, что наступил переходный возраст. Ребенок хочет выделяться. Но и дома нужно было себя как-нибудь проявлять. Больше просто некому. Пожимала плечами Елена. Она смотрела на Вадима. «Да пошли вы!» Хватала свой рюкзак девушка и направлялась к выходу. После таких разговоров Лена плакала. Муж ее успокаивал. Родители надеялись, что дочка подрастет. Этот возраст у нее пройдет. Она возьмется за голову. Но время шло. От таракана в голове Лизы только прибавлялось. Вот она пришла домой с татуировкой на плече. «Что это?» – удивилась мама. «Не твое дело», – огрызнулась девчонка. Она оканчивала 9 класс, после этого собиралась уезжать из города. «С вами я жить не хочу и не буду», – как-то сказала девушка. «Как же ты одна? Ведь тебе только 15», – вздыхала мать. «Разберусь, Пашка мне поможет», – смотрела дочь на мать. «Кто такой Паша?» – хотелось узнать родительницы. «Тебя это не должно волновать», – махнула рукой Лиза и пошла к себе. «Что мы сделали не так? Почему она выросла такой?» Плакала Лена на плече у мужа. «Не печалься, родная, ты все делала правильно. Лизка вырастет и поймет, что делала все не так». Он гладил любимую по голове. Лиза получила аттестат о среднем образовании, забежала домой, где родители накрыли стол по этому случаю. «Я ухожу». Ее вещи были уже собраны. «Денег отвалите немного». «Лиза, мы для тебя праздник подготовили», – всплеснула руками мать. «Вот, сами и отпразднуйте, что я, наконец, оставляю вас в покое». Она подошла и пальцем зачерпнула немного торта. «Что ты такое говоришь?» – встал с места отец. «Ой, ты всю жизнь молчал, сиди уже и молчи дальше», – махнула на него дочь. «Лизочка, куда же ты поедешь?» Мать снова заплакала. «Если будет время, позже сообщу», – нагло сказала девушка. Мать дала ей денег, Лиза вышла из квартиры и начала спускаться по ступенькам. «Что это такое?» Вадим не мог успокоиться. «Прекрати», – раздраженно сказала Лена. Они сидели вдвоем на кухне и не знали, что им делать. Их единственный ребенок, на которого они возлагали большие надежды, просто ушла из дома. «А поехали на дачу?» – предложил муж. «Что там делать? Все заброшено уже давно», – удивилась женщина. «А я все починю, восстановим домик, заведем огород, будет чем заняться, да и свежий воздух ко всему», – был решительно настроен мужчина. «Хорошо, поехали», – решилась Лена, чтобы отвлечься от горьких мыслей. Они сели в электричку и уже через 40 минут были на своем участке. Когда-то тут были грядки, росли ягодные кустарники. Сейчас же все затянуло травой. Небольшой домик накренился. Лена уже и не помнила, когда в последний раз она в него заходила. «Ну что, наметим фронт работы?» – весело сказал Вадим. «Хорошо», – кивнула жена. «Тогда я иду выдирать сорняк, а ты займись обедом». Он подмигнул ей. «Согласна», – засмеялась жена, как много лет назад. Работа пошла быстро. Прошло всего несколько часов, а уже половина участка была выполота от назойливого сухостоя.
Лена готовила еду на открытом мангале, поэтому ароматы разносились по всей округе. «Что там у нас такое вкусненькое?» Подкрался к ней Вадим. «Ой!» — Лена вздрогнула. «Не бойся, и это всего лишь я». Он обнял ее. Они накрыли стол тут же, на природе. Я решил нанять бригаду, закупить стройматериалов и восстановить домик. Вадим смотрел на развалюху из дерева, которая стояла рядом. «Думаешь, все получится?» — спросила Лена. «Не думаю, а знаю». Мужчина был настроен решительно. Сегодня они поехали домой, но не могли дождаться завтра, чтобы снова взяться за работу. Нужно отпуск на работе взять. Планировал свое время Вадим. И мне тоже. Жена повернулась к нему. Завтра поедем на дачу, а в понедельник все решим с работой. Муж поцеловал Лену, и они легли спать. Утром женщина проснулась в постели одна. Время было еще рано, но Вадима нигде не было. Она встала, приготовила завтрак, стала ждать его. «Что ты тут расселась? Быстро одевайся и поехали!» Вбежал он в коридор. «Так нужно было предупредить!» Немного возмутилась жена. Она натянула спортивный костюм и кроссовки и уже была готова. Они снова пошли на станцию. Когда подходили к своему участку, Лена услышала шум работающих машин. «Что это?» – не поняла она. «Это начало постройки нашего нового дома», – гордо сказал ей муж. «Вадик, это же так чудесно!» Сегодня все утро думал, почему мне раньше это не пришло в голову. Остановился он. Никогда не поздно что-то хорошее начинать. Она обняла своего родного человека. Несколько недель Вадим провел на участке. Он нанял бригаду рабочих, которые день и ночь копошились на стройке. Вадим постоянно был с ними, хотел во всем помогать. Лена в это время снабжала всех пропитанием. «Вадик, дом растет так быстро!» Смотрела настроение Елена. «Хотел к зиме закончить, но, видимо, не получится. Если нанять еще одну бригаду, то мы уложимся в срок», — услышал их разговор прораб. «Хорошо, я согласен», — кивнул головой ему мужчина. Сейчас работа пошла в 2 раза быстрее. Ребята все делали быстро и на совесть. И действительно, к первым холодам коробка дома была уже собрана. Сейчас нужно было делать внутреннее убранство. Еще при планировке здания Вадим заложил в него камин. Отопления в доме еще не было, зато можно было разжечь огонь в камине. Это была первая ночь, когда муж и жена остались здесь на ночь. Они долго сидели у камина с бокалами красного вина в руках. «Ты веришь, что ты это сделал?» – спросила Лена у мужа. «Ну, не совсем я», – засмущался тот. «Не прибедняйся», – засмеялась она. «Помогите!» – услышали они крик с улицы. «Ты слышал?» – испуганно посмотрела на Вадима Лена. «Да, пойду посмотрю, что там происходит». Зов о помощи продолжался снова и снова. Мужчина вышел за калитку, но ничего не было видно. «Здесь кто-нибудь есть?» – тихо спросил Вадим. «Помогите!» – так же тихо ответила девушка. Она лежала в кустах у дороги. «Господи, кто с тобой такое сделал?» Подбежал к ней мужчина. Он помог ей встать. Девушка оказалась беременной. «Ой!» – схватилась она за живот. «Лена, иди сюда!» – крикнул мужчина. Женщина тут же прибежала. Она была в шоке от увиденного. Они помогли девчонке добраться до их дома, уложили на старенькую раскладушку, вызвали скорую. «Что с тобой произошло?» – спрашивала ее Лена. Она налила в таз теплой воды и протирала лицо девушки, оно было в кровоподтеках. «Извините меня, что я вот так к вам ворвалась», – посмотрела так грустными глазами. «Ты что,
Люди должны друг другу помогать. Лена была очень доброй. «Меня зовут Инга», — проговорила девчонка. «А меня Елена», — улыбнулась женщина. «А это мой муж Вадим». Я жила со своим парнем. Он постоянно меня ревновал. Когда я узнала, что беременна, он кричал, что это не его ребенок. Но со временем успокоился. А вчера вечером к нему пришел друг. Леши не было дома, поэтому я усадила гостя за стол и налила ему чай. Мы просто сидели за столом и разговаривали. В какой-то момент в дом ворвался Леша. Он закричал, что все понял. Теперь он знает, от кого этот ребенок. Девушка снова заплакала. «Успокойся, милая. И что было дальше?» — спросила Лена, хотя уже и сама все понимала. Он несколько раз ударил своего друга, а меня схватил за волосы и выволок на улицу. Я кричала и плакала, но он ничего и слышать не хотел. Бросил меня в машину и куда-то повез. Здесь он остановился, просто открыл дверь и бросил меня под дерево. У меня очень сильно заболел живот. Я увидела в вашем окне свет и решила позвать на помощь. Поведала свою историю Инга. «Бедняжка, сколько тебе пришлось натерпеться!» Лене было очень жалко эту молоденькую девчонку. Они услышали звук сирен под окном. Вадим побежал встречать бригаду. Они осмотрели девушку, все было в порядке. Видимо, просто из-за волнения и пережитого стресса с ней случилось это. «Мы можем забрать ее в больницу», — сказал медбрат. «Делайте так, как будет лучше для нее», — только и смогла сказать женщина. Ингу погрузили на носилки, поместили в машину и уехали. Вадим и Лена узнали, в какую больницу ее повезут. Пообещали прийти к Инге на следующий день. Мужчина и женщина вернулись к себе в дом. Они не могли поверить, что может быть так между любящими людьми. «На улице ведь мороз, а он просто оставил ее на улице», — говорила Лена. «Ничего страшного, мы ведь ее быстро нашли». Вадим подошел к ней. «А если бы нас здесь не было?» Она закрыла рот руками. «Но мы ведь здесь». Он взял ее за плечи. «Утром сразу же поедем в больницу». Женщина не могла никак успокоиться. Лена и Вадим были на станции, когда еще не совсем рассвело. Они всю ночь не спали, думали о той девчонке. На ум приходили страшные мысли, ведь их Лиза была не намного младше Инги. С ней могло произойти это же самое. Только вот дочка не давала о себе знать. Родители даже не знали, где она сейчас находится. «О чем ты думаешь?» — спросил муж жену, когда они уже сидели в вагоне. «О Лизе». По щеке Лены скатилась слеза. «Я тоже ее часто вспоминаю». Они быстро доехали до города и направились в больницу. Нашли там врача. «Здравствуйте. Вчера к вам поступила девушка. Ее зовут Инга. Как у нее дела?» Быстро проговорила Елена. «Все хорошо. Это был просто стресс. Мы поставили ей укол успокоительного. Она проспала всю ночь. Сейчас все в порядке». Спокойным голосом говорил пожилой мужчина. «Можно нам ее забрать?» Вадим сверлил глазами медика. «Конечно, она в 3-й палате». Он показал, где это, и направился дальше по своим делам. Вадим и Лена побежали по коридору. Они вошли в палату. Инга лежала на кровати, взгляд был отрешенным. «Девочка, как ты?» Лена подошла к ней. Инга повернулась, под глазами были видны небольшие синяки. «Мне плохо, ничего не болит, просто на душе тяжело», — заплакала девушка. «Вставай, мы приехали за тобой». Вадим подошел, чтобы помочь. Сегодня они поехали не на дачу, а в квартиру. Там они показали все Инге, сказали,
что может чувствовать себя как дома. Спасибо вам большое, но я не могу принять такое. Она смотрела на них удивленно. Вы же совсем меня не знаете. Ты чего? Мы же видим, что ты хороший человек. Обняла ее Елена. Оставайся у нас, мы тебе во всем поможем, сказал Вадим. Возможно, они хотели помочь этому человечку, потому что она напоминала им дочь, которая не писала и не звонила. Хорошо, я останусь, мне все равно некуда идти, но я обязательно отплачу вам за вашу доброту. Посмотрела на них девушка. Они стали жить все вместе. Решили, что на дачу пока будет ездить только Вадим. Ему нужно было завершить работы по внутреннему ремонту. Лена и Инга были дома. Женщина днем уходила на работу, а девчонка оставалась на хозяйстве. Вечером они сидели на кухне, пили чай и разговаривали. «Как бы я хотела, чтобы ты была моей дочерью!» С грустью говорила Лена. «Да что вы! Я думаю, что Лиза одумается и приедет к вам». Инга подошла и обняла женщину. А Лиза к тому времени жила в небольшой деревне. Она уехала туда после того, как никуда не смогла поступить. Ее парень был с ней, но он все больше прикладывался к бутылке. «Может, поедем к твоим?» Иногда предлагал ей Паша. «Ни за что!» – кивала головой девушка. Она даже сама себе не могла объяснить, почему так злится на родителей и не хочет их знать. Ночью Инге стало плохо. Она вскрикнула. Лена тут же прибежала в ее комнату. Сейчас все было по-настоящему. Начались роды. В больницу девушку доставили быстро. Уже на утро Вадим и Лена узнали, что стали бабушкой и дедушкой. Инга сама дала им такие звания. Летом Елена ушла на пенсию. Сейчас у нее было достаточно времени, чтобы проводить с Ингой и Златой. Дом был достроен окончательно, сейчас в нем можно было проживать постоянно. Елена и Инга высадили в огороде цветы, помидоры, перцы и другое. Хотели, чтобы на зиму у них был какой-нибудь запас. Злата спокойно посапывала в коляске, она вообще была спокойным ребенком. Лето пролетело незаметно, женская половина дома весь сентябрь занималась заготовками. Вадим работал во дворе. К этому времени они накопили денег и купили собственный автомобиль. Злата начала бегать. Однажды в холодный зимний вечер в комнату вошла взволнованная девушка. «Что-то случилось?» – спросила у нее Лена. Злате плохо, ее тошнит и температура под 40. Инга готова была расплакаться. Все быстро собрались и повезли девчонок в больницу. «Я их оставляю здесь», – вышел врач к Вадиму и Елене. «Хорошо, тогда мы завтра приедем», – кивнула женщина. Они вышли на улицу, сели в машину, начиналась пурга. «Может быть, поедем в квартиру?» – спросила Лена. «Мы не можем, там камин остался, не потушен», – сказал Вадим. «Если хочешь, могу тебя завести, а сам вернусь в дом». «Нет, я с тобой, не хочу оставаться одна», – замахала руками Лена. Они мчались по трассе, скорость была невысокой, и вдруг на повороте заднюю часть машины занесло. Ее развернуло несколько раз и вынесло на обочину, где стояло старое дерево. Оно-то и затормозило автомобиль. Никто не выходил. Метель мела, и машину вскоре совсем стало не видно. Первой в сознание пришла Лена. Она видела, что голова Вадима лежит на руле. Понимала, в какой они неприятной ситуации. Выйти из машины она не могла. Ноги были зажаты между сиденьем и панелью. Женщина попыталась открыть окно, но это у нее не получилось. Мысли путались в голове, неизвестно, что было делать. Тогда Лена вспомнила, что везла на дачу старые тряпки. Она еле дотянулась до заднего сиденья, вытащила разноцветные лоскутки, начала их связывать.
Потом эту веревку она планировала выкинуть наружу. Но как это сделать, если окна и двери заблокированы? Со стороны Вадима был небольшой просвет. Она протянула руку к его ручке, чтобы открыть окно. Ей это удалось, но сейчас ветер стал задувать прямо в машину. Лене все-таки удалось выбросить свой цветной шнурок в окно. Сквозь небольшое окошко света она видела, что метель понемногу успокаивается. Вдруг ее дверь открылась. Лена очень испугалась, но когда повернулась, то увидела незнакомого мужчину. «Ноги чувствуете?» – спросил он. «Как вы нас нашли?» – удивилась женщина. «Нос вашей красной машины торчит вверх из сугроба». Он показал в сторону капота. «Меня зажало, я не могу вылезти». Она показала на свои ноги. «А с мужчиной что?» Он кивнул в его сторону. «Он жив?» В этот момент глаза Лены расширились. Она точно слышала, что он дышит. Женщина потрогала его пульс. Он был. «Да», — выдохнула она. «Сейчас я позову помощь». Молодой человек скрылся. Через какое-то время Лена услышала гул сирены. После машина начала раскачиваться. Это их вытаскивали из сугроба. Потом освобождали Лену, Вадима. Он так и не пришел в сознание. В скорой помощи Лена лежала в неудобной позе. Она пыталась шевелить ногами, но это у нее не получалось. Слезы потекли по щекам. В больнице их положили в разные палаты. Лена все трогала и трогала свои ноги. Она понимала, что они не действуют. «Доктор, что с моими ногами?» — вскрикнула она, когда увидела в дверях врача. «У вас поврежден позвоночник. Наверное, при столкновении с деревом случился перелом», — предположил он. Лена заплакала. «А что с моим мужем?» — задала она следующий вопрос. Он пришел в себя, но очень сильно повреждена голова. Возможно, что задет лицевой нерв. Вадима готовят к операции, — сказал доктор. «Вы кому-нибудь сообщили, что с нами произошло?» Было интересно женщине. «Мы пытались звонить родственникам и соседям, но никто так и не откликнулся. Вадим сказал про какую-то Ингу. Она лежит с ребенком в соседнем отделении. Мы сообщили ей». Он пошел к выходу. Лена лежала, слезы было тяжело остановить. «Лена, как вы?» В палату вошла Инга. «Ты чего здесь? А где Злата?» Посмотрела красными от слез глазами женщина. «Она спит, с ней все хорошо. У меня отказали ноги». Она показала на низ кровати. «Я знаю, мне сказал врач. Я попыталась найти Лизу, но мне этого сделать не удалось», — грустно сказала Инга. «Ничего страшного». Женщина отвернулась. А Лиза в это время как почувствовала, что с родителями случилась беда. Она собрала свои вещи, ей надоел сожитель-пьяница, решила вернуться обратно в город. Когда она приехала домой, там никого не оказалось. Она постучала к соседке. «Лиза, привет! Сколько лет, сколько зим!» Та хотела ее обнять. «Где родаки?» — спросила девчонка. «Знаешь, мне несколько недель назад звонили из больницы. Возможно, что они до сих пор там», — сказала соседка. «А что с ними?» — не поняла Лиза. «Сейчас не знаю», — пожала соседка плечами. «В аварию попали». Девушка пошла в больницу, там все объяснила, кого она искала. Ее привели в небольшой зал. Лиза посмотрела и даже сразу их не узнала. Мама сидела в инвалидном кресле, а папа был с перекошенным лицом. Лена отвернулась от окна. Она как почувствовала, что на них кто-то смотрит. «Лиза!» — закричала она на всю палату. «Привет!» — помахала та рукой. «Привет, дорогая! Где ты так долго была?» Подъехали к ней родители. «Что с вами произошло?»
Смотрела во все глаза девушка. Авария. Вот теперь я не хожу, а у отца не шевелится правая часть тела, горестно сказала мать. Понятно. А что вы до сих пор в больнице? Не понимала Лиза. Завтра нас выписывают. Ты нас заберешь? Посмотрела доверительно на нее женщина. Даже не знаю. Скривилась девушка. Она стояла и оглядывалась по сторонам. В квартире дадите пожить? У нас там живет Инга. Кое-как проговорил Вадим. Что за Инга? Не поняла Лиза. Девочка к нам прибилась. Потом родила нам внучку. Сейчас ждет нас. Она тоже завтра сюда приедет, пояснила Лена. Понятно. Променяли меня на какую-то девку. Разозлилась Лиза. Что ты такое говоришь? Заплакала мама. Ей хотелось вскочить с этого стула и кинуться к дочери, но, к сожалению, она не могла себе этого позволить. Лиза развернулась к дверям. «Дочка, ты куда?» — воскликнула мать. «Пока. Мне инвалиды не нужны. Я и так думала всю жизнь, что вы меня родили, чтобы я за вами потом ухаживала». Она махнула рукой и пошла прочь. Почти сразу после нее пришла Инга. Вадим и Лена рассказали ей, что приезжала Лиза. Они немного посидели, а потом девушка поехала домой. Она вошла в квартиру и не поверила своим глазам. Там все было развалено и разбито. Здесь явно кто-то что-то искал. Наверное, это Лиза, подумала тогда девушка. Она пошла к соседке, забрала у нее Злату, а вместе они уже прибрали в квартире. На следующий день Инга забрала названных родителей из больницы. Они были ей очень за это благодарны. Девушка рассказала им о вчерашнем погроме в квартире. «Ничего, пусть берет все, что хочет», — махнула Лена рукой. «Можно мы поедем в дом?» «Непонятно», — сказал Вадим. Они кое-как загрузились в машину такси, поехали все вместе. Инга очень заботилась о Елене и Вадиме. Она помогала им делать гимнастику, возила в разные реабилитационные центры, делала все, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Через 2 года Лена уже гуляла со Златой. Женщина была с палочкой, но зато на ногах. С Вадимом было труднее. После той операции, во время которой у него случился инсульт, он не мог долго восстановиться. На первых порах реабилитация ему помогла. Он начал немного шевелить рукой, ногой и говорить. Но на этом все остановилось. Мужчина очень ленился. Было тяжело, но нужно было превозмогать свои усилия. Они часто сидели на веранде, пили чай и разговаривали. Вот и сегодня во время обеда Вадим, Лена, Инга и Злата были тут. В ворота вдруг вошла женщина. Инга удивилась. К ним никогда никто не приходил. «Здравствуйте», – поздоровалась гостья. «Проходите», – позвала ее Лена. «Инга, это Надежда Петровна. Она является нотариусом», – представила женщину Лена. «А что мне нужно от нотариуса?» – удивилась девушка. «Не тебе, а нам», – улыбнулась Лена. «А вам?» – подняла бровь Инга. «Мы с Вадимом решили, что нашу квартиру в городе оставим тебе. Ты так много сделала для нас, что мы не знали, чем тебя отблагодарить. У тебя ребенок, оставайся и живи. А также этот дом после нашей смерти также станет твоим». Лена обвела рукой участок. «Да вы что, с ума сошли? Мне ничего этого не нужно!» Вскочила Инга со стула. «Успокойся», — говорил Вадим невнятно. «Итак, если вы закончили, то начну я», — вступила в разговор нотариус. «Вот дарственная на квартиру, а это завещание на дом». «Все правильно», — кивнула Лена.
Инга сидела с широко открытыми глазами. Она не могла поверить, что есть на свете еще такие люди, которые могут так помогать другим. После того, как гостья уехала, Инга подошла к Елене и обняла ее. «Я знаю, что моя дочь связалась с плохой компанией. Она почти год провела в тюрьме. Из нее уже ничего не получится. Да и нас она знать не желает», — сказала Лена. «Зачем вы так? Может быть, ей сейчас тоже плохо?» Инга плакала. «Ничего не нужно говорить. Давай просто помолчим». Лена была благодарна, что судьба послала ей эту девочку. Она полная противоположность ее дочери. Как-то под Новый год, когда Злате было уже 15 лет, Елене стало плохо. Инга быстро вызвала скорую помощь. Медики приехали быстро. Когда Лену увезли, Инга пошла проверить Вадима. Он сидел в кресле у окна и не шевелился. Девушка дважды позвала его, но он не откликнулся. Когда Инга обошла кресло, она закричала. Пришлось вызывать скорую снова. Мужчину не удалось спасти. У него случился очередной удар. Инга решила ничего не рассказывать Елене. Она ходила к ней в больницу, приносила книги, печенье. Они рассказывали друг другу истории, смеялись. «Лена, мне нужно тебе кое-что сказать». Не смотрела на нее Инга. «Говори», — приготовилась та. «Вадим умер в тот же день, когда тебя увезли в больницу». Она закрыла лицо руками. «Этого стоило ожидать», — с горечью сказала Лена. «Сегодня похороны. Я все подготовила. Вы поедете?» «А как же?» Готова была ринуться она прямо сейчас. На кладбище почти никого не было. После похорон Лена и Инга поехали в дом. У женщины снова поднялось давление. На пороге стояла Лиза. «А я думала, оба сдохли». Засмеялась она беззубым ртом. «Что ты тут делаешь?» Строго спросила у нее мать. «Пришла за наследством». Лиза была пьяна. «Знай, что твоего тут ничего нет. Все досталось Инге. Это она, а не ты, ухаживала за нами и любила нас. А теперь прощай и больше сюда никогда не приходи». Женщина развернулась и пошла в дом. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.